Ухелянд бежал с окраины, шапка на бекрень. Дамы и господа, честной люд, всем салют! Рад вас приветствовать на канале Влог 360. Очень приятно, что вы пишете столько комментариев, добрых комментариев. Да. Кстати, я сейчас вам расскажу случай со мной. Случился не случай, а стал свидетелем. Я по работе эту неделю катался, начал с Нюрнберга и добрался до Лейпцига, поднялся на Берлин, потом Бернау. И знаете, я шел, когда на запад ехал со стороны Берлина по двойке, по автобану. Я проезжал, обгонял автобус с украинскими номерами. Ну, в принципе, я как-то не придал ничего этому значения, да, то, что, автобус едет, пусть он едет, ради бога. Я так посмотрел аккуратненько, пустой. Проехала дальше, может, через километров 4-5. Еще ехал автобус, тоже украинские номера, туристические большие автобусы. Тоже пустой был. Потом я догнал еще несколько автобусов, 2 или 3 было автобуса шли. Пустые. Я стал присматриваться, и знаете, на расстоянии от 50 километров я встречал автобусы, колонны до 8, до 9 автобусов, и они все шли пустые. Когда-то мне надо было заправляться, да, я заехал на заправочку, заправился. Стояли 2 пустых автобуса, украинские номера, и водители курили, стояли. Я подъехал, я не стал по-русски, я спросил по-немецки, попытался им как можно проще задать, типа Лер, бус. Пойму, да, пустой автобус, все это, не стало там визо. Извиняюсь, у меня камера отключилась, она жестами включается, да, вот вы мне тоже говорите, как ты по дороге снимаешь, гаджеты, да никаких гаджетов нету, вот, руку поднял, камера отключилась, и все, нахрен. И вот, в общем, они смогли мне объяснить, как объяснить, они поняли меня все-таки, не с первого раза, но поняли, ржут, курят, ржут и говорят, туристы, Цурюк, туристы. Знаете, что это означает? Я могу догадываться, что это может означать. Назад они поедут с туристами. То есть они повезут туристов. Каких туристов? Вы сами знаете каких, да? Началось, ребятки, началось. Я позвонил, не сразу же, почти сразу же перезвонил в Швецию. У меня знакомый хороший в Стокгольме живет. Недалеко от Упсалы. Между Упсалой и Стокгольм там, в общем. Спросил, он говорит, давно, а так как он работает в датской фирме, сейчас бывает в Копенгагене, и он мне то же самое сказал. Да, говорит, полный автобусов везде, стоянки даже стоят, сейчас их припарковали, говорит, и будут увозить, с Упсалы сейчас начинают вывозить. Так что, ребятки, готовимся, туристы скоро начнут покидать нас. Так, к чему шло? Подписочка на каналчик это по-любому, да, музычка тоже делается мной. Вот тут клин-клин, подписались. Также вот тут клин-клин. Влоги с дороги, добрые, хорошие видео, покатухи, рыбалка, Швеция, Норвегия, Скандинавия. В общем, там где я, там камера. Снимаем все. Буду очень рад. Вы подписываетесь в том случае, если будете смотреть. Если нет, то, конечно, проходит мимо. А теперь ролик я нашел один. По поводу языка. Вот, да, кстати, совет, учите язык. Кто хотит тут остаться, работайте, учите язык. Это не то, что скакать и в лаваш заворачиваться, да. Может такое с вами приключиться, вы даже не представляете. Вот забыли маленькую галочку так поставить, когда контракт или фатрак вы заполняете, и конкретно влететь. Вы даже не поймете, где косяк был и что и как. Сейчас вставлю вам ролик, посмотрим, а потом разберем его. Очередной немецкий прикол. Это просто жесть, ребята. То с полицией, некомпетентность полиции привела к тому, что куча проблем у моей жены после того, как в нее врезалась другая машина. А тут я с ним не соглашусь, некомпетентность. Скорее всего, незнание языка, да, и не было интернациональных прав. Это не означает, что у вас украинские права пластиковые, они где-то везде действительно. Нет, чушь. Интернациональные права. Смотрим дальше. Полицаи при этом сказали, что у нее права недействительные, то сейчас Amazon присылает ей фиктивные счета, чтобы она оплатила и уже даже отправила компанию, которая занимается с должниками. Нет, он неэффективные счета присылает. Amazon присылает правильные счета. Поверьте мне, он правильные счета присылает. Да, Ира, что они тебе там прислали? А ну скажи. Прислали, я запомиляла Prime на Амазоне, замовила. Да, это ты так думаешь. Когда ты заполняешь свой фатрак, хочешь что-то
Там маленькая такая галочка еще есть, да, или крестик, скажи, галочку сделать, что мне не нужен Prime. А если он вам нужен, значит так оставляйте его. И надо мелко-мелко читать. Чтобы читать, надо знать язык. Так что учим, господа, язик. Хоч на самом деле я не замовляла, я просто зареєструвалася, а вони підсунули мені якусь. Нет, они тебе не подсунули, просто ты ни хрена не понимаешь, что ты подписываешь. Блін, непонятно как. И сейчас, получается, они тебе постоянно присылают, чтобы ты оплатила. И вот Да. уже прислали письмо с вот этой компании, что она должна Бабло. уже деньги, иначе они подают в суд. Ну, это просто жесть, ребята. Как не одно, так второе. То полицай ничего не знает, то начинаются уже проблемы с Амазоном. Ну, проблема не с Амазоном, проблема у вас. Так как вы не в том месте, или не сняли галочку, или поставили галочку. И не прочитав, подписали контракт, фатрак. Так что тут не надо, да, это все незнание языка. Короче, надо с адвокатами уже это все решать. Это уже просто жесть. Да, Ира? Ні, я зараз буду жалобу писати і ще скажу, що я подам на них у суд. Блін. Genau, напиши жалобу и подай в суд. Ну, я вам скажу одно, то, что вам то же самое скажу, что я вам сказал. Читайте перед тем, как вы что-то подписали. Да, и у вас было, кстати, время, 2 недели после вашей подписи, 14 дней, чтобы расторгнуть с ними контракт. Но вы этого сами не сделали. А если вы вовремя это не сделали, это вина ваша. Все нормально. Ребята, дальше снимем видео, как мы закрыли этот вопрос. Но я думаю, с этим разберемся. Это вообще уже какая-то чушь, если честно. Нет, ребятки, это не чушь. Это не чушь, деньги они выбьют свои, да. Есть фирмы, которые выбивают, они просто ваши долги продадут кому-то и выбьют. У меня была почти такая история, но когда давно, не знаю, лет 20 назад, первый раз еще поехал в Норвегию, это был мой первый раз я поехал в Норвегию, и я не оплатил, там дороги платные. Кристиансанд, когда приходишь на пароме Хирсхальс с Дании, ты едешь, в принципе, в одну сторону, там бесплатная дорога получается, с города выехал, платить ничего не надо. Сейчас такие все умные, да, там e-пас делаешь, туда-сюда, все это обтягивается автоматически, где проезжаешь, и все это, знаю все. А тогда я не знал, это была первая поездка в Норвегию. А на обратно, когда в город въезжаешь на паром, чтобы опять в Германию вернуться, ну, в смысле, в Данию, потом в Германию, надо проехать по платной дороге. Цена, это были еще D-марки, кажется, да? Нет, евро, кажется, был уже, евро был. Цена евро 45. Даже 2 евро не стоила эта дорога. Я получил почти через 8 месяцев с Англии. Есть такая фирма Инкассо. Они выбивают долги. Я получил от них письмо. Я должен заплатить эти евро 45 или евро 85, сколько, 2 евро там, уже не помню. И за 5 евро, кажется, за обработку и 45 евро штрафу. Так как я вовремя это не оплатил. Вот такие процентики капают. Поверьте мне, Amazon тут немножко больше денег, и он выбит свои денежки. Так что совет. Учим язык, кто хочет остаться, работаем и учим язык. А еще даю совет. Каждый умеет пользоваться уже чат-GPT или еще типа такого что-нибудь АИшной программой, КАИ, АИ, как это называют. Берете, фотографируете этот листочек и спрашиваете, переведи нам, пожалуйста. И он на любой язык переводит. Вот так, ребятки, это вам совет. Расскажите мне, подписываете ли вы какие-нибудь контракты, фатраги такие, то что не глядя так, хоп, отмахнул, пришел машину покупать, а купил стиральную машинку. Ну и провали. Эта женщина, утверждая в том, то, что Amazon ей подсунул это, хотя она не глядя подмахнула и расписалась в этом контракте. Мне будет очень интересно. Или имели ли вы такие случаи, столкнуться с таким, то, что вас так подставили? Пишите, ребят, пишите. Все пишите. Также не забываем подписываться на канал, лайк, комментарий, колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Ну и что? Песенка. Слушаем. Подписала, не читала, вот такая суета. Незнание меня купила, прилетела мне плата. Словно ветер гналась, быстро не смотрела, что к чему. Открываю, там сюрпризы, здравствуй, штраф. Ты почему? Подписала, заплатила, и понеслось, бумажки злые, в счет растет, судьба сыграла казино. Подписала, не читала, кто теперь мне тот, кто? Подписала.
написала, заплатила, вот такая я, алло.